Привет, друзья! Сегодня в тестах будут литий-железофосфатные элементы фирмы CATL, в народе называют фирма Cattle, элементы на 304 ампер-часов. Я не особо люблю железофосфат, так как у него не самая выдающаяся энергоемкость, зато он не горит и стоит зачастую дешевле литий-NMC элементов той же емкости и производителя. Хорошо упаковал. Железофосфатные аккумуляторы очень любят те, кто занимается ловлей рыбы, охотится, одним словом те, кто подолгу находится в автономке вдали от цивилизации. А также их очень любят те, кто занимается солнечными станциями и другими стационарными накопителями энергии. В стационарных источниках тока они имеют широкое применение, так как их разрядная характеристика очень напоминает характеристику свинцовых аккумуляторов. Ведь большинство аппаратуры рассчитано и до сих пор питается от свинцовых аккумуляторов. Но у литий-железофосфатных аккумуляторов присутствует все та же проблема, которая присуща почти всем литиевым аккумуляторам. Их нельзя заряжать при отрицательных температурах, иначе элементы деградируют. Когда-то давно была фирма A123, кто-то говорит A123, которая производила железофосфат, способный заряжаться при сильных морозах. Элементы фирмы A123, помню, после 2015 года были очень популярны, все за ними буквально охотились. Довольно крутая фирма была. На данный же момент при очень низких температурах могут заряжаться только литий-титанатные аккумуляторы. Они могут заряжаться вплоть до минус 50 градусов. В этом им нет равных. На канале очень много видео по различным литий-титанатным аккумуляторам. Таких фирм как Toshiba, Yinlong, Lishen, Tiancan, а также GTK. Кто не видел эти видео, обязательно посмотрите. Ссылки на плейлист по литий-титанатным аккумуляторам я оставлю в описании и закрепленном комментарии. А также, если вы зашли на канал случайно или давно смотрите мои видео без подписки, обязательно подписывайтесь на канал. Статистика YouTube мне подсказывает, что очень много людей смотрят канал без подписки. Прямо сейчас подпишитесь, а также поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Ведь это единственное, что мотивирует меня на съемку. Так я вижу, что мои видео полезны для вас. А если вы еще оставляете комментарии, это еще приятнее. Ведь в комментариях мы с вами можем также и пообщаться. Обычно я стараюсь отвечать на все комментарии. И все это очень мотивирует меня на съемку и монтаж, которые зачастую занимают не один день. Я надеюсь, вы поддержите это видео лайком и напишите мотивирующие комментарии из 5 и более слов, чтобы как можно больше хороших людей узнавали о существовании и, самое главное, использовали самые хорошие элементы и собирали аккумуляторы для своих целей. Поставили лайк? Отлично! Теперь погнали дальше. Эти элементы были специально заказаны под проект одного очень увлеченного рыбалкой человека. Я старался выбирать одни из самых передовых, ныне существующих на сегодняшний день железофосфатных элементов. Если вам интересно видео по сборке аккумуляторов из данных элементов, обязательно пишите в комментариях, я постараюсь снять его. Многие люди знают о существовании крупнейшего публичного китайского производителя литиевых элементов. Это компания CATL. Аббревиатура расшифровывается как Contemporary Amperex Technology Company Limited, что в переводе звучит очень просто. Современная технологическая компания Amperex Limited. Итак, вернемся к нашим элементам. Официальный даташит на элементы фирмы Cattle получить просто нереально. Сколько бы я ни выпрашивал их у разных поставщиков, они говорят, что в публичном доступе даташитов на любые элементы Cattle нет. Единственное, что мне получилось у них взять, можно даже сказать выпросить, это вот такую вот таблицу с основными характеристиками этих элементов. Ее увидите сейчас на экране. Она очень скудная и непонятно, кто ее писал, но лучше так, чем совсем никак. Раз заводского даташита на эти элементы нет, то тесты этих элементов на канале будут еще более востребованы. По таблице емкость элементов составляет 304 ампер-часа. Номинальное напряжение 3,2 вольта, максимальное напряжение полного заряда 3,65 вольта. Минимальное напряжение не указано, но в разной литературе для железофосфата оно может быть как 2,5 вольта, иногда даже пишут 2 вольта. Система защиты, то есть BMS, одной из самых известных фирм Deli, для железофосфата отключаются обычно при нижнем пороге 2,3 вольта.
Внутреннее сопротивление данных элементов меньше или равно 0,25 миллиома. Максимальный разрядный ток 1С, то есть 304 ампера. Температура заряда довольно интересна у этого образца. Внимание, от минус 5 градусов до плюс 60 градусов. То есть в небольшой минус их заряжать все же можно, и это не может не радовать. Температура разряда от минус 30 до плюс 60 градусов. Количество циклов заряд-разряд аж 4000. На самом деле это довольно круто. Но неудивительно, ведь это же каттл. У них и литий-НМС элементы имеют 3, 4 и даже 6000 циклов. Вес элемента по таблице 5,8 кг. Реальный же вес меньше и составляет 5398 граммов. Грубо говоря, 5,4 кг. Что значительно ниже, чем указано в таблице. Это интересно. Размеры элементов по таблице следующие. Высота 208 мм, ширина 174 мм, толщина 72 мм. Размеры эти я измерил, они четко соответствуют тому, что написано. Ну еще бы, китаец, скорее всего, подогнал это все. Единственное, что хочу добавить, это высота со шпилькой 220 мм. Ее приварил поставщик по моей просьбе для удобства последующей сборки аккумулятора. В таблице не указано, но от себя хочу добавить, что данные элементы пожаробезопасные, не горят при повреждениях, при перезаряде и так далее. Итак, размеры и вес я уже проверил. Следующее, что надо сделать, это измерить внутреннее сопротивление элементов. Сразу наклею наклеечки, чтобы подписывать внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление щупов равно нулю. Внутреннее сопротивление первого элемента. Ого. Какая разница со шпилькой? Ну, грубо говоря, 0,19 миллиома. 0,2 миллиома. Ноль целых 25 сейчас показывает. Ну-ка. Да, здесь в месте приваривания довольно неплохо падает. Пусть будет 0,23. Наклею новый, пусть будет 0,23 миллиома. А здесь от 0,2 до 0,25. Прям сильно варьируется. Довольно большая разница. Здесь и здесь. 0,4 миллиома. 0,4 миллиома. Да. 0,5 миллиома. Но мне именно важно внутреннее сопротивление самого элемента, исключая переходное сопротивление места сваривания. 0,21 миллиом. Очень интересно, как эти элементы себя поведут, когда я их полностью заряжу. Сейчас они примерно в средней точке. Для железофосфата довольно трудно определить по напряжению, насколько он заряжен. Для тестов возьму элемент с самым низким внутренним сопротивлением и самым высоким внутренним сопротивлением, чтобы тест был более показательным. Для замера емкости нужно подключить аккумуляторы к зарядному устройству, чтобы это все было смотрибельно. Думаю, надо сделать вот таким вот образом. По-другому это все в кадр не влезет, чтобы еще экран был крупным планом при этом. Надеюсь, они нигде не замкнут через пленку, потому что у зарядного устройства первый и второй канал не развязаны электрически, поэтому нужно быть аккуратным. Подключу сразу к зарядке, потому что если подключить к элементу, потом случайно перемкнуть здесь, когда в воздухе будет болтаться, будет неприятно. Ну вот, уже можно взять более крупным планом. Отлично. Все, с фокусом порядок. Ставлю на заряд в режиме железофосфата обязательно. Так, зарядный ток 35 ампер до 3,65 вольт. Да, все верно. Также железофосфат 35 ампер. Зарядничек у меня здесь такой вот на 300 ватт, 24 вольта. Думаю, 35 ампер он выдержит. У него здесь написано сколько.
12,5 ампер. Так, здесь уже 11, 12. Да, возможно. Ага, все. В защиту ушел. Придется поставить 30 ампер. Дольше, ну что делать? Поставлю 30 ампер, дольше, но что делать? В принципе, сейчас уже 12 час ночи. А на час ставлю, зарядится, а днем уже продолжу тест. Да, думаю, он затянется на весь следующий день. Аккумуляторы зарядились, ушло на это 10 часов 24 минуты. В левый аккумулятор залилось 218,5 ампер-часов, в правый залилось 215,4 ампер-часа. Измерю внутреннее сопротивление в заряженном состоянии. Придется открутить, что ли, блин. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление левого элемента 0,15 миллиома. Да, уменьшилось, причем нормально так уменьшилось. На 25%. А когда наконечники были прикручены, вы видели, какое высокое внутреннее сопротивление. В несколько раз увеличивается. Внутреннее сопротивление правого элемента также 0,15 миллиома. Тоже уменьшилось. Закономерность соблюдается. Прикручу наконечники назад. Нужно обязательно их еще подтянуть. Теперь можно приступить к разряду элементов, но нужно сначала переключить зарядное устройство, вернее, запитать его не от блока питания, а от другого аккумулятора, чтобы использовать регенеративный режим разряда, чтобы можно было большим током разряжать, чтобы разряд занял как можно меньше времени. Потому что если разряжать зарядным устройством в обычном режиме, рассеивать все на тепло, максимально 100 Вт сейчас выставлено, чтобы она не горела, и поэтому это будет очень-очень долго. Поставлю разряд 40 ампер до 2,5 вольт. Один элемент, регенеративный режим, да, также и второй. Пусть разряжается. Это, думаю, минимум часов на 10, потому что в конце разряда ток падает. Так, здесь просадочка даже больше. Значит, тут что-то сильнее греется. Надо бы немножко подкрутить. Здесь вот в этих разъемчиках довольно сильное падение бывает. Ну, вот так. Вот так будет лучше. Все, погнали. Итак, элементы разрядились. Левый отдал 287,6 ампер-часов, правый отдал 288,3 ампер-часа. Да, это меньше, чем заявлено. Вот очень интересно. Поставщик говорит, что нижний порог 2,5 вольта, но те же Deli BMS имеют порог 2,3 вольта. Попробую-ка я разрядить до 2,3 вольт. Вообще порог здесь вот 2 вольта нижний. Это же не просто так. Но вот у BMS, у Deli BMS 2,3 вольта. Попробую, сколько они еще отдадут, если разрядить их до 2,3 вольт. Элементы разрядились. С 2,3 до 2,5 вольта всего лишь 1 ампер-час находится. Значит, 2,5 вольта это реально их нижний порог. Печально, что они отдают меньше, чем заявил поставщик. Очень печально. Сейчас измерю внутреннее сопротивление элементов. Насколько оно изменилось в разряженном виде. Внутреннее сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление левого элемента в разряженном виде 0,15 миллиома. Это круто. Оно не стало меньше. Сопротивление правого элемента в разряженном виде 0,16 миллиома. Ну, можно сказать, чуть-чуть увеличилось. Также это может быть погрешность прибора. Это достойные элементы, раз сопротивление сильно не меняется, не в разы. Это очень даже хорошо. Результаты протестированной емкости меня немного удивили, так как я ожидал немножко побольше емкость. Я решил еще попытать поставщика по диапазону рабочих напряжений и по даташитам, но он был непреклонен. Говорит, что он сам тестировал их в диапазоне от 2,5 до 3,6 вольт, и они отдавали ту емкость, которую он указал. Но
Думаю, что он лукавит. Поняв, что от него сложно будет чего-то добиться, я начал искать информацию в других местах. И нашел ее аж в 4 источниках. Сейчас вы видите 4 скриншота на экране. На картинках видно, что размеры тех образцов, которые я нашел, почти один в один совпадают с теми, что сейчас в тесте. Скорее всего, это и есть эти элементы. В нижней левой части видно внутреннее сопротивление, и оно совпадает с измеренным мной 0,2 миллиома. А вот емкость на верхнем левом аж 310 ампер-часов. Но на правом верхнем и правом нижнем речь идет о 280 ампер-часах. Все это еще более странно выглядит, если учесть тот факт, что на самом элементе есть заводской QR-код, где лазером выгравирована емкость в 304 ампер-часа. Также в правой нижней табличке, которую я перевел для удобства, есть та информация, которой не было ранее, а именно ток разряда 280 ампер, а ток заряда 0,5 С, то есть 140 ампер. И это довольно круто. И еще есть количество циклов, аж 9000 циклов при глубине цикла в 80%. Это говорит о том, что если использовать аккумулятор не по полной, то есть разряжать до 10%, а заряжать до 90%, мы увеличиваем количество циклов почти в 4 раза. Я часто об этом говорю в видео и в комментариях, когда отвечаю на ваши вопросы. Но эту информацию может найти каждый в даташитах на разные аккумуляторы. Главное почитать внимательно и проанализировать. Надеюсь, с моим пояснением это вам проще будет сделать. И теперь, когда известна реальная емкость элементов, можно подсчитать их реальную энергоемкость. Энергоемкость подсчитывается довольно просто. Нужно умножить емкость на среднюю точку напряжения литий и железофосфатных элементов. Она составляет 3,2 вольта. Затем поделить на вес элемента 5,4 килограмма. Я возьму минимальную емкость левого элемента 287,6 ампер-часов, умножу на 3,2 и поделю на 5,4 килограмма. Получаю энергоемкость 170,4 Вт-час на килограмм. И это довольно неплохая энергоемкость для железофосфатных элементов. К примеру, у литий-НМС элементов обычно больше 200 Вт-час на килограмм. 240-250. Бывают даже образцы той же самой фирмы Cattle, у которой 260 Вт-час на килограмм. Эти образцы на 100 ампер-часов. Такие образцы есть смысл заказать на тесты. Давно они меня интересуют. А вы напишите в комментариях, интересуют ли вас эти образцы фирмы Cattle с энергоемкостью 260 Вт-час на килограмм. Кстати говоря, на данный момент, на октябрь 2023 года, фирма Cattle уже как где-то полгода назад заявляла о том, что они разработали образцы с энергоемкостью в 500 Вт-час на килограмм. Это просто непревзойденная, бомбическая энергоемкость. С такой энергоемкостью в электромобилях можно уже забыть о проблеме с зарядными станциями. В большинстве случаев. Должно хватать на 800 либо 1000 километров хода на одном заряде. Это очень круто. Я надеюсь, когда-нибудь-то по-любому получится вырвать из цепких лап производителя Cattle такие элементы и протестировать их на канале. Это было бы просто супер. Именно после подсчета реальной энергоемкости железофосфатных элементов видно, насколько она ниже самых передовых литий-НМС элементов. Что многие люди не берут в расчет, что напряжение литий-железофосфата ниже, чем у литий-ионных аккумуляторов. И поэтому у них возникает ложное суждение о том, что литий-железофосфат не сильно хуже литий-иона, литий-НМС. Но когда учитываешь не просто вес, а еще и среднюю точку напряжения литий-НМС и литий-железофосфата, все встает на свои места. Какой вывод можно сделать из этого теста? Я считаю, что эти аккумуляторы очень неплохие. При их стоимости в розницу около 150-170 долларов за элемент. В зависимости от партии, конечно. Они очень подойдут для солнечной энергетики в первую очередь, как буферные, стационарные накопители для источников бесперебойного питания. А также их можно использовать для изготовления аккумуляторов, для питания электрических лодок, автономных отопителей палаток, как какие-то мощные пауэрбанки, для обычных рыбаков, а также любителей выехать куда-то за город и отдохнуть без беспокойства остаться без электричества. На этом у меня все. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки и делится моими видео в социальных сетях. Это очень мотивирует на съемку, а также мотивирует искать и, что самое главное, заказывать новые интересные типы аккумуляторов.
Оставляйте обязательно комментарии, желательно осознанные, из 5 и более слов. Так алгоритмы YouTube лучше работают. И это видео теоретически смогут увидеть те люди, которые как раз ищут для себя подобные аккумуляторы. Пусть хорошие люди пользуются только хорошими аккумуляторами. На этом у меня все. До новых встреч на канале, друзья. Всем пока!